Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за змею Арис, а также, ребятки, у нас вышла 17-я лига, да, неожиданно, конечно, патч вроде бы не менялся, как был 3.27, таки остался, но вот 17-ю лигу и завезли, ну, в принципе, я и предсказывал этот момент, правда, к сожалению, награда она не меняет, начинается она с 22 тысяч рейтинга, блин, не туда нажал. В общем, начинается она... Ой, как не лагает, как всегда. В общем, 22 500 нужно, чтобы получить 17-ю лигу. Опять же, сейчас у нас в игре шаг... Вот я смотрел 16-я лига, 17-я лига. Между ними шаг в 2500 рейтинга. То есть 20 тысяч, 22 500. Предыдущая 15-я лига была 17 500. До этого было, наверное, 15. Видите, вот по 2500 идет сейчас ход, да? Но при этом ни персонажей, никаких предметов на этой лиге еще нету. И, как видите, она там... Ну, в общем, чтобы вы понимали, до 30 тысяч рейтинга у них, получается, еще 3 лиги будет. Как они это будут реализовывать, я не знаю. Опять же, бонусы лиги. Вот, такие вот бонус лиги X9 теперь стоит. Максимальная монет за бой 41. Ну, это, наверное, без бонусов дополнительных. Такие вот дела. Контент доступный в этой лиге. Ох, какой контент, да? Интересный. И вот же показаны сундуки, которые... Ну, сколько дают монет в этой лиге. Что я могу сказать по итогу? Что дает вообще 17-я лига по сравнению с тем, что было ранее, до этого? Ну, гемы еще больше обесцениваются, это раз. Но монет стало еще больше. Примерно от 15 до 20% идет изменение у нас по гемам и монетам. Итак, смотрим. Раньше, я помню, за этот сундук, ну, за 20 тысяч гемов можно было получить 2 миллиона 700 тысяч монет. Сейчас это 3 миллиона, то есть 300 тысяч монет накинулось сверху. Ну, в процентном соотношении, конечно. По сундукам они стали дороже. То есть, если раньше был 300, да, стал 3200 с чем-то. Круто. Ну, такое себе. Стало, конечно, больше жетонов. Опять же, вот в изумрудном, если посмотреть, наверное, где-то тут должно быть написано, да? Да, где-то должно быть, конечно. Ну, в общем, написано, конечно, здесь максимум предмет... А, это не тот. Вот. 207 жетонов. Если вы вспомните, у нас было максимум 270, да? При стандартном оценивании сундука выпадало 270 жетонов. То есть, как минимум... как раз 3 лиги, да, и по идее у нас до 270 дойдет. Ну вот, а разработчики только заанонсили пока что, может 4 лиги даже. Ну, в общем, ладно, посмотрим. Отправляемся в бои. Поиграем в командных боях. Разработчики анонсили только на данный момент 18-ю лигу. То есть будет еще 18, наверное, месяц через 2, может через 1,5, не знаю, через 3, возможно. Это ж разрабы как захотят, такие заанонсят. Но... еще как бы 3 лиги должно быть, да, чтобы хотя бы сравняться с тем, что было по сундукам. В общем, когда это будет, непонятно. Но опять же, обидно очень. Вы видите, как сейчас тяжело с легендарными сундуками, с гемами. И из-за этого непонятно, что теперь делать с нашей прекрасной игрой, потому что, ну, а как в нее играть, если гемы, ну, сундук один со такое количество гемов. Где должен столько гемов найти? Мне вот это удручает момент, но я думаю, это все исправится новыми ивентами, которые завезутся нам уже скоро. Надеюсь, я надеюсь. Так, очень сильно, потому что, ну, я их видел. В принципе, там ничего особенного прям в них нету, но... Какой же никс дерзкий. Но они, по идее, должны как раз вот решить проблему с гемами. Вы любитель подраться на никсах. Так, тут у нас команда, короче, разошлась. Надо будет с ними бегать. Так. У меня такое ощущение, что мне просто... моей команде просто плевать на то, что я тут дерусь с змеей. Вот просто... Ладно. Короче, о чем я тут говорю? У меня слон пошел на воду и умер. Любитель сандалий святого. Ну и остальная моя команда, вы тоже видели, в принципе, что это было. Прекрасные ребята, ничего сказать другого не могу. Красиво дрались, красиво умерли. Точнее, ничего не дрались, просто взяли и умерли. Ай. Да. Ну, бывает, что. Вот, кстати, вот такую вот штуку пишут. Типа спецпредложение, там все дела. Могу вам, конечно, его показать. Не знаю, видели вы или нет, когда я листал. Но особо ничего интересного в этом предложении нет. Если честно. Вот оно. Вот оно предложение. X5 ценность, типа почти 7,5 тысяч алмазов, почти 900 тысяч монет. Надувные мускулы, ну, такое себе на самом деле. В общем, мы отправимся дальше в бои. Как вы заметили, мне начало кидать немножечко более жестких ребят. Зависит ли это от лиги? Кто ж его знает. Если это зависит от лиги, то очень странно. Ну, как бы у меня змея 1100 рейтинга. Мне кидает сейчас, ну, 1400, 1200. Ну, мне, как всегда, попадаются самые лютые гении в этой игре, поэтому я всегда побеждаю, как обычно. В скобочках нет. Ну ладно, может сейчас повезет, потому что хотя бы противников рядом со мной нету на карте. Возможно, это затащит, но не точно.
Плюс мы еще в музее. В музее тут золотой дроп всегда валяется. Ну, в 99% случаев, да? Бывает такое, что тут ничего нету. Да, даже такое бывает. Ну, здесь лук лежит. Очень полезный лук. Лежит здесь. Джейд сломала пассивочкой. Бак, конечно, залетел. Ему очень нужен был. Так, лутайте. Лутайте, красавчики. Давайте, давайте. Вперед. Тут Никс еще что-то нашел. Лутаем еще. А, чтобы вы понимали, 11 уровень, да? На 1400 нига. 12 он у нас... Ну, вот видите, да? 15 16 без рейтинга нормального, да? Без всяких грандмастеров. Зато 11 с грандмастером. Вопрос как? Очень интересный вопрос. Это сколько нужно играть, чтобы на 1400 пробиться? На 11 уровне. Это настолько нереально, что капец. Мне даже страшно представить, что этот паренек пережил на своем бедном Баке. Хотя Бак, да, достаточно сильный персонаж, он может это делать, но когда с тобой такие рандомы, это уже другой вопрос. Опять же, вот мы сейчас здесь, а они еще там до сих пор. При том, что Джейд может быстро перемещаться. И при том, что здесь 12-й Бак, он как бы тоже с нами перемещался, и он как-то смог дойти. А вот тот Бак 11 почему-то не смог. Так, я пока что бахаю. Мне главное держать дистанцию и бахать. Это моя основная задача, которую я должен выполнять на данный момент. Так, бахаем и бегаем. Бахаем и бегаем. Очень много я даю за счет яда возможностей на урона с урончиком. Гранаткой бахаем. Блин, не туда бахнул, в этого Бака бахать гранаты. Так, закидываем еще. Блин, а что они такие душные? Чего вы такие душные, ребята? Вот мне прикалывает моя команда, опять же. Просто нулевые. Вот что они делают? Вот что они делают? Вот как можно было... Почему я один дерусь против сквадов, которые под домом, они здесь просто стоят и... Бац, и умерли. Как? Как они это делают? Как они это делают? Почему... Ой, у меня просто слов нет. Насколько ж нужно быть убогим, чтобы вот так вот просто взять... Опять же, мой 16-й Никс, что он делал в кустах? А, он убивал одного жирафа, да. Пока я дрался с фулл-сквадом. Ну, а чё нет, да. Прекрасные. Просто слов нет, ребят. Ну, вы видите, да? А это еще... Они еще как-то доходят до 4400 рейтинга. То есть, чувак стоит на месте, ни с кем не дерется, умирает, 1400 рейтинга. Просто 10 из 10 гениев в этой игре. Как это? Как это? Ну, вот просто слов нет. Ну, стой ты кидай гранату в этот в домик. Ты что, даже не... Он, понимаете, он... Ладно бы он туда залетел, а там умер, да? Но он туда не залетел, он стал на месте. То есть там один жираф в кустах их всех убил, что ли? Серьезно? Один жираф в кустах? Ой, как же тяжело, как же не горит. А можно мне нормальных игроков в команду, а? Пожалуйста. Рандом зубы. О, видите, вот Джейд моя сокомандец. Ну, вот. И вот это вот по КД, просто по КД. Ну чё? Ну да, там сквад целый по домам сидит. А у меня хамелеон просто стоит на месте. Кайф? Кайф. Ну, что я могу сказать? Это прекрасная игра. Прекрасные игроки в нее играют. А, нет смысла это даже дефать. Ну, чё, побежим со змеей. У нас есть аптечки, в принципе, немножко, но есть. Что-то, я думаю, замучу, смогу. Может, даже сможем затащить, если протянем время. Опять же, мне... Ну, вот Джейд у нас... Ну, вот, посмотрите на эту дичь. Вот у нас... Еще и змея туда пошла умирать. Серьезно? Ты совсем уже? Вот что с головой? Что с головой? Сам ушел, потом сам вернулся. Зачем? Зачем? Зачем было уходить тогда, если ты... А, с ботинком, понял. Ай, ну, у меня слов нет. Ну, за что? За что? 10 из 10 гениев в моей команде. За что? Просто за что? Смотрите, сейчас приплывет сюда. Вот чекайте, 100 пудов. Не? Бедный Эклоу. В смысле, что он не приплыл? Ну, вот, мне просто слов нет. Ну и что вы, как в эту игру играть? Как вот сейчас змея продамажилась? Как ты могла продамажиться? Это баг, он до тебя достать ничем не мог. Ну, она же, это змея, да, это ж топ-уровень. Лучший игрок зубы бьет-то. Ну, я сейчас влетел, потому что надо было лутать аптечку, но я уже понимал, что я не золотая. Ну, как бы тут уже ничего не было. Ну, прекрасно, да, ребят? 17-я лига, плюс 100 гениев в команде. Да, двигаемся дальше.
Ну, тут как бы без вариантов было. Что я ждал бы, они бы все равно залутали аптечку и влетели бы в меня. Что я не ждал бы, и вот влетел как сейчас, да, и попытался бы их шотнуть. Что так, варианты были одинаковые, я бы умер. Почему? Потому что, ну, мой союзник со змеей не смог бы ничего сделать. Ну, то есть он туда кинуть гранату, дробовик, и залететь с копья и нажать активный навык, он бы не смог, потому что, ну, это ж нужно быть интеллектуально развитым, чтобы нажать 4 кнопки. А он явно был не из этих, потому что у него был ботинок, потому что он не смог увернуться от Бака, а Бака от него смог. Ну, вы поняли, да? Ну, слишком заметно его способность к развитию. Ладно, мы лутаемся, надеюсь, в этот раз получится. Вот смотрите, какие-то повылазили просто из ниоткуда. Видите, вот ники у них одинаковые. 17 уровень Бака. Что это такое? Как вы думаете? Мне кажется, что это просто уже, знаете, игроки... Ну ладно, это реальные игроки, скорее всего. Но по ощущениям... Да в смысле... А, успел. По ощущениям, мне кажется, что это было что-то типа... Как бы это сказать... Программа, которая управляет сразу 5 персонажами. Вот серьезно. По ощущениям, мне вот кажется, что такие там игроки сейчас сидят. А блин, бортик. Ну, Бак красавчик, видите, там залетел. Опять же, 17 уровень, что ему делать, да? 4 слота. Ну ничего, мы тоже будем скоро 4 слота играть на 17 уровне. На 17, да, что-то я перегнул. Давайте пока на 15 4 слота поиграем. Пока что слоты надо прокачать, потому что, ну, слишком много дают. Уровень так много не дает, как дает слот. Поэтому играем. Опять же, как много я сейчас в этом бою делаю. Очень много, прям. Ну, правда, противников сейчас нигде нету, я не знаю, что с ними делать из-за этого. Ну вот почему? 3 боя подряд. Вот эти вот гении, этот бой какие-то абузеры лютые, которые там все шотят без тебя. Вот где интерес в игре? Вот где? Мне хочется интересные замесы, а не вот это вот все. Но, к сожалению, у меня что есть, то есть. Так, ну ребята там будут сидеть, я пока что тут пойду посмотрю, что здесь есть. Возможно, приведу к ним... Не, реально, может, боты, а? Что думаете? Смотрите, как они действуют. Не, ну это явно не боты. Боты так не действуют. Так, я пока что тут посмотрю, что здесь лежит. Вдруг здесь какой-нибудь сквад прибежит. Аптечка лежит, хорошо. Опять же, мне не очень страшно, потому что это змея. На змее удобно отступать. Потому что копье достаточно длинное. Можно еще дальше прокачать по дальности. Правда, не особо сильно, но можно. И, в принципе, можно тащить. Опять же, у нас там ребята, он, смотрю, уже на водичку пошли. Надо бы им помочь. Ну и чё? Вот это мне показали Никса. Очень интересно. Молодцы, убили Никса. Ой... Никс, конечно, неожиданно залетел. Но опять же, один из этих Никсов, который просто бегает поодиночке, вместо того, чтобы играть с командой. Но, вот интересно очень, да? Очень интересно. Очень интересно. Ну, конечно, меня столько закинули, нормально. Ну ничего, я тоже закидывать умею, поэтому закидываем. Так, пока что особо не закидываем. Точнее, особо закидывать некуда. Никса пробахали. Очень больно, на самом деле. Ой-ой-ой. Да ну бахайся ты. Так, лутаем аптечку. Блин, ну промахнулся. Ну, это ж надо промахнуться, а? Закидываем гранатку. Никса добиваем. Так, бачок там тоже добивает. Бобер, конечно, дерзкий. Выделается. Хотя он даже без первобытного инстинкта. Бык на бобре. Домой, бобер. Ты чё быкуешь тут? Офигел. Не, ну конечно, с ботинком бобер неплох. Ну, в плане маневренности прям очень жестко получается. Но опять же, будь это не кусты, что бы он сделал? Ну, вот именно, ничего. Ладно, давайте на автоатаке уже побахаем здесь. Все равно в середине на краю зоны, по-любому, последний. Вот в этой бочке, к примеру, сидит и все. Или нет. А вот, Никс последний, да. Ай, ну, в общем, такой вот странный бой. Опять же, команда противников, которая у нас влетала, вы видели, какие были. Опять же, вот ребята какие-то там. Почему мне кидают китайцам? Вопрос только. Я ж вроде на европейском сервере сейчас сижу. Ну, кстати, монет, смотрите. За 2 килла 76 монет. Уже хорошо. Возможно, если добудется до 5-го грандмастера, максималку взять вот эту за 2К рейтинга, возможно, там будет прям очень люто по монетам давать, но это не точно. Давайте глянем сейчас регион. Европа, ну, должно быть нормально, по идее. Ну ладно, погнали еще один боец катаем.
Хотя нет. Хотя ладно, фиг с ним, давайте еще боец. Может, победка будет хотя бы. Ну, потому что обидно очень. Очень обидно. Такие бои играешь, стараешься, а тебе просто попадаются команды, сделанные из ничего. Ну, что поделать. Как всегда. В принципе, вот Никс у нас убежал. Ладно, погнали играть с командой. Никса пофиг. Больное животное, скорее всего, очередное. Вот видите, дробовичок я серебряный взял и потерял. Гранатку взял и потерял. Вот оно мне нужно было. Вот зачем я ушел от своей команды? Так, ну ладно, лутаем гранатку. Играем командно сейчас. Нам нужны боты, а их нигде нету. А моя команда опять рассосалась. Ну вот. Ну давайте двигаться нам вперед. Ну, чё они там бегают? Я понимаю, что им хочется Никса догнать, но как они его собираются догнать, я вот тоже не понимаю. Какие моменты. Пытаюсь я, конечно, тут затащить как-то, но мне нужен дробовик пожестче. Намного жестче нужен дробовик. Тогда получится затащить. У нас Блак, в принципе, влетает. Теперь можно и мне влетать. Так, закидываем гранатки. Не даем подойти противнику. Это главная цель у меня сейчас была. Потому что у нас вообще нет аптечек. Ну да. Баку очень нужна была эта граната, да. Очень нужна. Очередное животное, в принципе, никак... Ну, в принципе, ожидаемо, это же 1200 рейтинг, да, вот, понимаете, да? Нужно как минимум на 1600 играть, чтобы не попадаться с этими больными игроками, плеерами всякими. Просто 1600 надо минимум хотя бы. Ну, как бы, попробуйте дойти, да? Не задушиться. Вперед, ребятки, удачи вам. Потому что на 1600 выйти без... Не знаю, без чего там. Без... Ну, сейчас моя команда умрет, я их спасать не буду. Почему? Потому что, ну, они сами зашли на территорию, на которую не нужно было заходить. Ой, ну, это их, как бы, говорится, выбор. Пока что пытаюсь маневрировать. Не особо не получаю в ответ, но здесь несколько сквадов зажимают сразу. Понимаю. 2 сквада сразу зажимают, это очень красиво. Лиска умирает. Я ничего сделать, помочь не могу. Пытаюсь, конечно, но вряд ли успею. Блин, не успевал. Обидно. Ну, что делать? Твоя команда гений. Бак просто сидит в кустах. Вы видите, вот как он апнул 1200? Вот так он и апнул. В принципе, ничего не ожидаем. Ну, он, видите, с одиночной гранатой. Ну, не, бобер меня просто задушит. Тут без вариантов. Бобер просто задушит. Душнило. Так, ладно. Конечно, очередной прекрасный бой. Бакс. Ну, и с косточкой. С косточкой на баке в командных боях. Вот он, видите, вот. Гениальность зашкаливает, да? Просто настолько зашкаливает, что капец. Гениально зашкаливает это конкретно. Попробуй сейчас Бака задушить первым, чтобы ему не было, как говорится... Чтобы не быковал. Так, ну, я сейчас буду закидывать сюда гранатку просто. Ну, тут никак не получилось бы, хотя были моменты, если Бак хотя бы кнопки смог нажать, но он же не сможет кнопки нажать, это слишком сложно. Вы видели, чтобы он хоть раз активный навык нажал? Я нет. Зато легендарную гранатку он залутал, и с косточкой он использует. Ну вот, просто 10 из 10 прекрасных боев с прекрасными игроками в Зубе. Это еще, как бы, ребятки, была змея. Видите, да, это змея Айрис была. То есть не какая-то там не какой-то там недоперсонаж типа волка, а змея, имба лютая. Одна из сильнейших персонажей, ну, один из сильнейших персонажей в нашей игре. И такие вот дела. В общем, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Да. Баланс, как говорится, завезли. Наслаждаемся. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.